Добрый день! Приветствую вас на своем канале. Сегодня у меня снова кулинарный эксперимент. На этот раз я буду готовить еще один вариант веганского вегетарианского сыра, который, я уверен, сможет легко заменить традиционный для тех, кто ищет здоровую альтернативу без потери вкуса. Приступим. Для начала мне понадобится очищенная вода 400 мл. Выливаю ее в миску. Затем добавляю 2 чайные ложки агар-агара. Тщательно размешиваю, чтобы агар-агар полностью растворился. Накрываю миску крышкой и оставляю на полчаса. Через 30 минут добавляю сюда через просеиватель 70 грамм гороховой муки и 1 столовую ложку кукурузного крахмала. Затем тщательно все это размешиваю. До тех пор, пока все комочки полностью не растворятся. И не получится такая вот однородная смесь. После этого переливаю ее в кастрюлю. Для дальнейшего приготовления мне понадобится печка. Поджигаю огонь. И сразу убавляю его на самый минимум. Ставлю сверху кастрюлю. И начинаю без остановки, пока смесь будет вариться, постоянно ее мешать, используя при этом деревянную ложку. Постепенно содержимое кастрюли будет загустевать. Варить нужно где-то минут 7 с того момента, как поставите кастрюлю на плиту. Хотя это в моем случае. С другой кастрюлей и печкой, возможно, понадобится иное время. Главное, не забыть постоянно мешать, чтобы ничего не пригорело. В конечном результате должно получиться вот такое вот густое пюре. Снимаю его с плиты. Выключаю печку. И оставляю минут на 5-10 немного остыть. После этого отправляю в кастрюлю 100 грамм кокосового масла. Затем беру ложку и мешаю масло, пока оно полностью не растворится. Вначале кажется, что масла получилось сильно много, так как оно в жидком виде плавает отдельно от пюре. Но это только поначалу. Нужно продолжать мешать его до тех пор, пока вся масса не станет однородной. Когда кокосовое масло более-менее впитается, добавляю туда еще 2 столовые ложки масла, только теперь оливкового. И продолжаю мешать. Вот такая вот в итоге должна получиться масса. После этого добавляю туда 1 чайную ложку домашнего яблочного уксуса,
и 1 чайную ложку лимонного сока. Снова размешиваю. Есть, готово. Теперь добавляю специи. Соль, 1 чайная ложка. Белый молотый перец. Если нет белого, также подойдет и черный. Пол чайной ложки. Куркума, пол чайной ложки. Мускатный орех, пол чайной ложки. Кардамон, тоже пол чайной ложки. Кориандр, 1 чайная ложка. И перец чили, треть чайной ложки. Слегка перемешаю все это дело. После этого оббираю и отправляю в мойку деревянную ложку. Она мне сегодня больше не понадобится. Затем беру погружной блендер и потихоньку, тщательно все им перетираю. Вот так вот. Я думаю, достаточно. На все про все ушло где-то 5 минут. Оббираю ножку и также отправляю ее в мойку. Затем беру пластиковую форму такого размера, какого хочу, чтобы у меня получился сыр, и постепенно, утрамбовывая, перекладываю в нее все содержимое кастрюли. Если хотите, чтобы сыр получился круглый, то для этого можно использовать, например, чашку. Единственное, что обычно перед тем, как перекладывать сыр в форму, я ее смазываю маслом. Но сегодня я решил попробовать этого не делать, так как мне все время кажется, что раз в нем столько масла, то он должен и так будет хорошо выйти из формы. Затем разравниваю вверх, обматываю форму пищевой пленкой. И отправляю часов на 6-7 в холодильник. Прошло, наверное, уже часов 8. Сыр готов. Снимаю пищевую пленку. И, внимание, барабанная дробь. Попробую вытащить его из несмазанной формы. Что-то не выходит. Может попробовать надавить? Тоже не помогает. Сейчас, наверное, и форма поломается. Придется помогать ножом. Эксперимент с несмазанной формой провалился. Аккуратненько отделяю сыр от стенок контейнера. И попробую теперь его отсюда достать. Есть! Получилось! Вот такой вот получился у меня брусок сыра. Ну что, теперь будем его резать и пробовать. Перекладываю сыр на доску. Затем нарезаю несколько кусочков. Вот так вот он выглядит в разрезе. Возьму хлебец и сделаю с ним бутерброд. Также отличный бутерброд получится и с цельнозерновым хлебом из пророщенного зерна.
который я готовил в одном из своих предыдущих роликов. Кому интересно, приглашаю посмотреть это видео на моем канале. Ссылку на него я оставлю в описании. А теперь настало самое время его попробовать. Получилось очень вкусно. Я раньше даже и не думал, что веганский вегетарианский сыр может быть таким же вкусным, как и обычный, а может быть даже лучше. Можно также нарезать этот сыр кубиками и подать с медом. Получается тоже очень вкусно. Приятного аппетита! Не забывайте ставить лайк, кому понравилось видео и мой сегодняшний рецепт. Подписывайтесь на мой канал, если еще не подписались. И нажимайте на колокольчик, чтобы получать уведомления о выходе новых видео. На этом на сегодня все. Спасибо, что смотрели. До скорых встреч на моем канале в следующих выпусках. Пока!